Привет, друзья, с вами Маша Рябинина. Снимая этот видос, я даю себе отчет, что многих оно может задеть. Но тем не менее, я хочу выговориться на камеру и быть с вами максимально откровенной. Я снимаю контент уже только на этом канале более 3 лет, а в целом 10 лет. Несмотря на очевидные плюсы, такие как уверенность в себе и навыки монтажа, это все перечеркивает одно важное обстоятельство. Это люди и взаимодействие с ними. Конечно, я люблю, знаете, пообщаться там, выйти на прогулку и все это, но я ни в коем случае не хочу, чтобы контент был слишком интегрирован в мою личную жизнь. Я хочу устраивать некую границу, через которую нельзя перешагивать своего рода красных линий. Потому что многие люди ошибочно полагают, что если я отвечаю на сообщения, это значит, что мы друзья на всю жизнь. Я не собираюсь играть в игры со своей аудиторией, которая, безусловно, меня смотрит и впитывает мои слова как губка. Я лучше умру наивом, чем буду пиздеть самой себе и вам. Блогеры, которых вы когда-либо смотрели, вы думаете, что они просто так все это делают? Заигрывают со своей аудиторией и держат их за полных идиотов? Нет, это все часть одного большого процесса под названием бизнес. Манипуляция общественным мнениями, давление на жалость. И если я что-то делаю, я это делаю прежде всего для себя, а не для какого-то там персонажа по ту сторону экрана, которого я даже не видела ни разу в своей жизни. Мне очень важно, безусловно, что вы делаете свою активность под видео. Честно, не буду вам врать, мне приятно. Но если вы это делаете для того, чтобы мне понравиться или как-то мне угодить, лучше тогда прекращайте этим заниматься. Это лицемерие в чистом виде. Я далеко не святой человек, но во мне есть одно качество, у которых большинство просто отсутствует напрочь. Это честность. Это то, что я называю вещи своими именами. Без вранья и прочего. Я могу быть хреновым другом, возможно, для кого-то, но я всегда стараюсь говорить правду, даже если она для некоторых людей может оказаться неудобной. Можете обижаться на меня, ненавидеть. Я не из тех людей, которые явно будут воспользоваться их интересах. Да, для канала это, возможно, весомо наносит урон. Но лучше так, чем быть в своих глазах лицемеркой. Это была плавная подводка к самой главной сути ролика. За последние годы столько блогеров развелось. Каждый второй считает себя не в рот его каким классным блогером и что ему все под силу. Сознательно вводит свою аудиторию за нос, как щенков, а потом им же впаривают рекламу скиллбокса и прочего дерьма. У нас в стране, блядь, одни айтишники. Спрашивается, кто на завод пойдет. Айтишники, да, везде нужны, ибо технологии развиваются. Только вы зайдите посмотреть, сколько айтишников не могут найти себе работу сейчас на сайтах по подбору работы. Цифры говорят сами за себя. Но блогеру похуй. Вы думаете, будет ли он так заморачиваться? Проверять, сверять, что он рекламирует? Нет, ему заплатили деньги за рекламу. А что будет в дальнейшем происходить с вами, ему насрать. Это уже не его проблема. Это сейчас не зависть. У меня всяких рекламных предложений до хера и больше. Хотя канал небольшой. Я их даже не читаю. Сразу в бан и до свидос. Я могла бы давно впихивать рекламу лютого говна, и вы бы мне, скорее всего, даже слова не сказали. Но я надеюсь, что моя аудитория скажет: Маша, ты охуела нам это втирать? Дизлайк и отписка. Вот что нормальный человек должен сказать, если бы я такое начала выпускать на серьезных щах. Но аудитория каналов, даже схожая с моей тематикой, это пиздец полный. Блогеры готовы мать родную продать, лишь бы урвать очередной хороший рекламный контракт и продать его в видосе. Я все понимаю. Реклама и все такое. Я не против нормальной рекламы. Человек тратит время на свой контент, монтирует и хочет как-то монетизировать свое великое творчество и заработать на нем. Но когда это происходит за счет твоей преданной фан-базы, которую тот нарабатывал годами упорного труда, тогда выходит твой труд, и все твои подписчики не стоят нихуя, раз ты готов задешево их продать, как пирожки на рынке. Я редко встречала блогеров, которые делают это для души, для себя, потому что им правда это нравится. Все как под копирку хотят наебать свою аудиторию, заработать на ней тонны бабла. Это нормальный прорыв вроде как, но деньги не должны стоять во главе творчества, как по мне. Я лично многие вещи, декорации покупала за свой счет и никого не просила помочь мне и так далее. Чисто энтузиазм и интерес. Да, разумеется, есть донаты на канале, но ими все потребности закрыть просто нереально. Мне важна сама идея видео, а не то, что мне будет диктовать рекламный агент или рекламодатель. Мат убрать, это не говори, то не делай. Нафиг тогда мне вообще канал вести? В таком случае лучше сразу удалить канал к чертям и забыть, как дурной сон. Получается, это уже не мой канал, а какого-то сраного рекламодателя, который диктует мне, что и как делать. Но самое интересное, YouTube это поощряет и дает им много показов на ролики и просмотры. Вы поймите уже, что YouTube похуй, что в самом контенте происходит. Ему важно, чтобы максимальное количество оставалось людей на их площадке в моменте, потому что они зарабатывают на этом. А реально талантливых авторов, которые не хотят играть по их правилам, которые сами они себе придумали, просто им затыкают
рты и кидают в самую бездну площадки, чтобы максимально мало количество людей нашли это видео. И неважно при этом, какое название у ролика будет и насколько круто оно было сделано. Ютубу это нахрен не нужно, ваше творчество. Ему нужны показатели, цифры. Запомните это, пожалуйста. Если вы сделали классное видео и оно мертвое по показателям, это не вы плохой или ваше видео, которое вы выпустили. Просто знаете, сейчас это не котируется. Это фишка не только Ютуба, а всего интернета. Все площадки так или иначе промышляют этим. На днях случайно лазила и нашла один пост одного типичного представителя блогерства. У него всего 200 подписчиков было, и этот хуй рекламирует кредитную карту, конечно же, по его реферальной ссылке. Представьте, если его посмотрит человек, которому едва исполнилось 18, без знания, опыта, как это работает. Оформить эту карту, и что с этого вытекает, что он влезет в кредит, которому по большому счету и не нужен был сейчас. Но по советам гуру-блогеров он взял и оформил. Но только не этому тупому блогеру платить проценты по кредитке, а этому славному парню, который еще вчера не знал проблем, пока не наткнулся на эту рекламу. Конечно, кто-то скажет, что парень сам виноват и клюнул на эту рекламу и сам влез в долги. Но если бы он наткнулся, грубо говоря, на мое это видео, он бы подумал, а надо ли ему это вообще? Может, игра не стоит свеч. Я хочу сразу обозначить, нести некую ясность, что я не против кредитов и так далее. Но тут надо знать, для чего вы их берете и насколько быстро вы их сможете закрыть, без большого ущерба для своего кошелька. Трудно представить, если этому блогеру повезет, его видосы начнут взлетать в тренды. Он почувствует себя королем этого мира. Чуть ли не богом, которому все дозволено. А популярность сделать такое сегодня она есть, а завтра уже нет. От нее крышу может мощно сносить похлеще, чем от психотропных веществ. Уж поверьте мне, как человеку, который 10 лет видео снимает. За миллионами подписчиков угнаться невозможно, да есть ли смысл в этом во всем? Стать оратором для миллионов мертвых душ, которые в реальности не имеют к тебе отношения. Потребляет контент, который блогеры вешает под видом серьезной калки и втягивает их в сомнительные проекты, на которые вы теряете свои деньги и нервы. Вот что такое современный блогер в наше непростое время. Лишь единицы это делают для себя и потому, что им это правда нравится. Как же счастлива, что вхожу в этот процент людей, для которых творчество и сама идея важнее любых титулов и статусов. Мне это честно не нужно. Некоторые из вас мне писали на мои старые видео, что типа рождение легенды и так далее. Но я не считаю себя таковой. Вот если бы я придумала лекарство от рака, вылечила миллионы людей от тяжелой болезни, вот тогда да, можно было меня так назвать. Но то, что вы именно так считаете, мне безусловно приятно. Но тем не менее я не собираюсь себе присваивать заслуги, которых у меня нет. И в целом я не считаю себя блогером. Я просто Маша, которая любит снимать видео в первую очередь, которое мне интересно. Если мне предоставят непростой выбор для меня оставаться тут и продолжать снимать видео, но при этом обманывать свою аудиторию и наживаться на ней, или же уйти красиво в закат и исчезнуть без следа, как в одном из своих видео, я выберу второй вариант. Уж можете быть в этом уверены. Я это ценю. Другой вопрос, цените ли это вы. Думаю, тут каждый ответит сам себе. Я не собираюсь делать то, что мне не нравится, и уж тем более делать то, что приказывает высшестоящее начальство. Я просто уйду и сильно хлопну дверью и больше не появлюсь там, где мной управляет кто-то. Самое главное у человека свобода, а не быть рабом у своей же аудитории. Знаете, у меня практически нет друзей, и мне не стыдно в этом признаться. У меня всего 2 близких человека. Мне не важно количество, мне важно их качество. Я знаю, насколько мне не было бы плохо, эти люди всегда придут ко мне на помощь. Возможно, многие бы отвалились с канала, если я была бы страшной и вся в прыщах, потому что людям, конечно же, важнее внешние качества человека, нежели его богатый мир. Не надо мне говорить, пожалуйста, что это не так. Если вы сейчас соврете себе, то чем вы лучше тех лицемерных блогеров? Но если вы ответили честно, без обмана, то искренне рада за вас, вы прошли естественный отбор. И вы нормальный человек. Для меня не важно, сколько у человека подписчиков и просмотров. Важно оставаться человеком в любой ситуации, даже в самой сложной. У меня не было в планах выпускать именно это видео сейчас. Но посмотреть на все это я не смогла удержаться и не снять. Рано или поздно оно должно было появиться на моем канале. Изначально я писала сценарий к другому видео, но оно не идет и все. Какая-то апатия, не могу писать. Руки просто замирают и строчки не могу выдавить из себя. Но тема очень интересная про искусственный интеллект и в чем его опасность. Возможно, у меня сейчас творческий кризис. Тем много, но не пишется в последнее время. А хрень выпускать под видео тоже особо желания нет. Надеюсь, это состояние вскоре пройдет, я отдохну и с новыми силами начну. Потому что когда ты столько лет снимаешь контент, рано или поздно настигает тебя такое состояние, что ничего не хочется. А хочется просто погулять, отдохнуть от писанины. Тем более погода сейчас позволяет. Чего и вам советую. Побольше гуляйте, меньше грузитесь всякой бессмысленной ерундой. Снимая это видео, у меня возникла мысль. Была бы я, возможно, парнем, ко мне было бы совсем другое отношение. Что-то Маша может. Ей бы у плиты стоять, наворачивать пельмени.
Но как бы прискорбно ни было, я рада, что вы у меня есть. Даже по какой-то причине я пропаду и на канале больше не появится новых видео, я знаю, что в вашей памяти я останусь. Вот это круто, а не ценности, которые блогеры толкают в массы. Теперь никаких сомнений у меня нет, почему люди и общество такими являются. Пофиг на хейтеров, они всегда будут вне зависимости, что вы снимаете. Тут важно другое. Лидеры мнений, которые люди считают по ошибке и за которыми тянется молодое поколение. И хочется соответствовать стандартам современного уклада мира, иначе ты будешь белой вороной или тебя будут считать странной. Напоследок я хочу ставить отрывок из одного интервью. Оно все объяснит мое истинное отношение ко всему происходящему и непосредственно к блогерам. Не всем, конечно, но большинству их ярких представителей. Господин Владимир Жириновский уже тогда мои мысли озвучил, и я хочу, чтобы вы его сейчас посмотрели вместе со мной. Это буду я, если меня позовут на интервью с подобными блогерами, как из сегодняшнего видео. Пошел вон отсюда из студии! Это не дело. Я тебе сказал, пошел вон отсюда! На вас подам. Пошел отсюда, нахер! Подонок! Шел отсюда! Ужас. Тебе сказали! Я еще раз говорю, я подам в суд. Пошел куда хочешь! Какой суд можешь идти? Я так размажу тебе всю голову! Ну. Преподаватель ты! Придурок! Возьми его отсюда, выкини! Что ты стоишь, Олег? Так, что? Возьми за шкирку скотину эту! И Да вы выкини что, с отсюда. ума посходили? Шел отсюда, подлец! Посмотрите. И негодяй! Я тебе покажу, так сказать. Негодяй такой, чтобы тебе близко не было, скотина! Выгони его отсюда, подлеца! И расстреляй его там в коридоре! Сволочь такая! Сейчас уже не представляю современного человека без своего блога. Даже если человек просто выкладывает свои фото в интернет, он уже, можно сказать, блогер. Плохо это или хорошо? Не знаю, современный мир таков, технологий вкупе с человеческим эго, с большим желанием понравиться окружающим людям и громко заявить о себе. Это никуда не уйдет. Если мы что-то не можем изменить, нужно адаптироваться под нашу действительность и оставаться, главное, самим собой. Настоящим, без лицемерия, обмана людей, которые правду слушают вас и прислушиваются к вашим словам. Кстати, ребят, очень часто стала натыкаться в последнее время на ролики по типу, какую лучше камеру, телефон для блога, и какие микрофоны и прочее. Как же вы не поймете наконец? Да похуй вообще на самом деле, какая у тебя камера, за сколько миллионов долларов. Люди забыли, что такое настоящий живой контент. Вам никакая камера не поможет, если контента нет. Можете у меня всю технику отобрать, все мои объективы, камеры, и я буду на Nokia вообще снимать, насрать. Не качество решает роликов, а их содержание. Пора бы уже запомнить наконец. Ладно, ребят, буду с вами прощаться, уже берегите себя. Скоро увидимся в новом видео. Не прощаемся.